У меня такой план. У меня в магазине продается 2 вида коммерческого теста стандартного, такого слоеного. Сейчас скакнем быстро в магазин, купим оба этих теста и заодно купим все ингредиенты, которые нам нужны для того, чтобы такое нормальное сделать слоеное тесто домашнее. И сделаем 5 видов домашнего слоеного теста. А потом я все это зажарю, мы на все это вместе посмотрим, сравним, и вы решите, какой вид теста вам больше всего подходит, потому что там на самом деле существует такой тонкий баланс между тем, сколько времени вы хотите на него потратить и как быстро вы эту булочку хотите скушать. Поэтому, если вас просто интересует рецепт, скрольте вперед, или в описании под видео я повешу все ссылки, там сделаю оглавление, можете там на ссылки покликать. Ну, а я сейчас побежал в магазин. Ну, пока бегу в магазин, давайте я вам расскажу, что такое слоеное тесто, и расскажу вам рецепт слоеного теста. Рецепт буду рассказывать один раз, не потому что не хочу, потому что 2 раза его не надо рассказывать. Итак, для рецепта слоеного теста мы берем 1 часть воды, 2 части муки и 2 части масла. Все. Ну и 2% соли, конечно. То есть, для примера, 1 часть воды это будет 500 мл воды, 2 части масла это будет килограмм масла, 2 части муки это будет килограмм муки. То есть берем килограмм муки, килограмм масла, 500 мл воды, 2% соли, это будет 20 граммов соли. Все, что вам нужно для того, чтобы получилось идеальное французское слоеное тесто. Технику я вам сейчас расскажу через несколько минут, а сейчас давайте разберемся, почему слоеное тесто делается слоеным, почему оно поднимается или не поднимается. В общем, смотрите, в тесте у нас есть 4 ингредиента. У нас есть мука, которая нам создает структуру, вот глютенин и гляодин, они вместе цепляются, когда туда вода попадает, и они образуют клейковину. И вот эта клейковина, она такая резиноподобная структура. Мы ее выравниваем ровненько. Вот сейчас, секунду. Ну вот, мы клейковину берем, выравниваем вот так вот, да, сверху кладем масло, заворачиваем это масло в клейковину, вот так вот 6 раз, да, и получается слоеное тесто. Ну вот, а что происходит, когда это тесто попадает в духовку? В общем, масло у нас из чего состоит? Масло — это жир и вода. Вода у нас испаряется, превращается в пар, поднимает вот эти вот слои клейковины. Жир у нас под воздействием температуры распадается на там сахароподобные такие структуры. Эти сахароподобные структуры, они застывают, под воздействием температуры засыхают, и получается, что это тесто поднялось, высохло, получилось такое слоистое, такое очень вкусное, мягкое такое тесто. Соль здесь нужна для того, чтобы вкус увеличить, но также соль уменьшает статическое электричество в тесте. Вот, кстати, это вы наверняка не знали. Соль, так как она увеличивает проводимость жидкостей, то она, естественно, уменьшает вот это вот напряжение, которое появляется в тесте, когда вы его перемешиваете. Поэтому тесто с солью всегда будет более эластичное, чем тесто без соли. Ну, кстати, тут у вас может такой возникнуть вопрос, можно ли сделать то же самое на каком-нибудь другом жире, да, вот, например, на растительном жире или на свином жире. И спешу вас обрадовать, да, можно это сделать, гораздо лучше получится, то есть тесто будет... С ним будет легче работать, оно будет лучше сохраняться, у него будут лучше характеристики, чем на масле и все такое. Единственное, чего ему не будет хватать, это, естественно, вкуса, потому что вкус масла вы не замените ничем. Это я вам сразу говорю, можете не стараться. Уже всякие химики и так далее, физики, всякие умные люди пробовали. Настоящий вкус масла вы никаким маргарином, никаким жиром, ничем вы не замените. Поэтому, опять же, вам приходится делать выбор. На масле немножко труднее будет это тесто делать, чем, например, на свином жире или на растительном маргарине. Но взамен вы получаете самый идеальный, самый вкусный вариант слоеного теста, который только можно придумать. Ну вот, я уже в магазине. Это мой ближайший такой дисконтный магазин. Здесь чистенько, продукты хорошего качества. Видите, вот есть 2 полки сахара. Это мой, кстати, любимый отдел. Здесь все про выпечку. Тут варенье всякое, вот ореховое масло, наполнители для пирожков, тоже всякие орехи, изюм и так далее. Вот 2 полки муки. Муку мы здесь, естественно, в Канаде любим. Делаем просто замечательного качества. Мука есть всякая разная, какая только вам захочется. С любым содержанием и белка, и все такое. Обычно я беру или вот эту муку, или вот эту, в зависимости, какая из них на скидке. Остановите кадры, если интересны ингредиенты посмотреть, или там еще что-нибудь. Сейчас у нас мука стоит 5,77 за 2,5 килограмма. Ну, вот это была на скидке, я ее взял за 3,50. А теперь масло, вот это вот самое дорогое, 5,27 за 250 граммов. Вот это самое дешевое. А вот это было на скидке сегодня, оно дешевле дешевого. Масло у нас в Канаде здесь поганенькое, потому что у нас здесь монополия производителей молока, они там все проплатили, им стараться, в принципе, не надо, поэтому молочные продукты здесь поганенькие. В холодильнике у нас слоеное тесто, вот слоеное тесто вот это вот на маргарине, сразу видно, какое оно по вкусу, потому что его никто не покупает.
А вот там в самой глубине холодильника, если бы у меня не были руки такие загребущие длинные, так не достал бы, наверное. Вот это на масле слоеное тесто, мы его тоже возьмем пачку. Все, побежали домой. Вот мы, значит, купили муку, она у меня супер-супер холодная, прямо в морозильнике, наверное, час лежала. Теперь у нас есть масло, вот такое вот масло у нас, видите, по 10 граммов масла у нас 8 граммов жира, да? Это важно, потому что обычно чем больше жира в вашем масле, тем оно будет вкуснее. Я одну пачку масла размягчил, для того, чтобы было с ней легче работать, а остальные просто из холодильника. Как я уже говорил, рецепт очень простой. Я буду брать полкило муки, полкило масла, 250 граммов воды и 10 граммов соли. Для того, чтобы с тестом было легче работать, вмешайте сюда граммов 30-50 масла и возьмите граммов 30-50 муки и вмешайте эту муку в масло. Сильно перемешивать это не надо, очень помогает просто ножом это все порезать, оно тогда очень хорошо смешивается. Сдавливаем наше тесто вот в такую плоскую шайбу, просто чтобы потом ему легче было раскатывать, и засовываем в холодильник минимум на 30 минут. Если дольше постоит, нормально, но минимум 30 минут. Теперь возьмем масло и, как я уже говорил, немного муки добавим в масло. Это нам поможет улучшить эластичность масла, с ним будет гораздо легче работать. Граммов 30-50 хватит. Хорошо все это перемешиваем, и надо масло завернуть в кондитерскую бумагу для того, чтобы его расплющить, чтобы потом можно было его завернуть в муку. Делается это вот так вот, просто берем рукой, размазываем это все, и потом сверху закрываем уголочки, и потом сверху просто скалкой до ровности. Теперь надо масло засунуть в холодильник для того, чтобы оно немного подмерзло. Оно должно быть одинаковой температуры с вашим тестом. Иначе, если масло мягкое, то оно будет вылазить со всех сторон, а если оно твердое, то оно будет крошиться. Видите, масло и тесто постояли где-то минут 30 в холодильнике. Теперь надо раскатать тесто до такого размера, чтобы можно было этот кусок масла туда завернуть как конвертик. На многих кулинарных каналах часто говорят, что там нужно обязательно масло раскатывать там 15,5 сантиметров в ширину там и все такое. Никого не слушайте, никакой разницы абсолютно нет, как вы раскатываете это масло. Единственное, что если масло раскатано тонко, как у меня, с ним будет намного легче работать, оно будет намного меньше вылазить везде, но вам труднее будет раскатывать тесто, потому что тесто надо будет раскатать до большого размера, чтобы просто этот тонкий кусок масла туда поместился. Вот смотрите. Не забывайте тесто проветривать, вот так вот переворачиваем его вверх-вниз, потому что тогда клейковина расслабляется, и тогда ее можно дальше растягивать. Тесто также можно рукой растянуть, не бойтесь его порвать, если порвется, просто склейте его, ничего страшного на этом этапе, это никакой разницы, это ни на что не влияет. Заворачиваем его вот так вот внутрь, как конвертик. Если там двойной слой где-то получился, тоже абсолютно никакой разницы, про это абсолютно не волнуйтесь. Теперь, чтобы его раскатать, давим скалкой сверху, поворачиваем скалку на четверть и давим еще раз. И так вот по всей длине. Не забывайте про то, что внутри у вас кусок масла, который хочет вылезти наружу, поэтому будьте осторожны, сильно не давите. Теперь нам надо сделать 6 простых поворотов. Французский это называется tour simple. Вот это вот простой поворот. Вот таких вот надо сделать 6. Между каждым поворотом тесто должно лежать в холодильнике как минимум 30 минут. Обязательно следите, чтобы минимум 30 минут оно полежало в холодильнике. Заворачиваем в клеенку и засовываем в холодильник как минимум на 30 минут. Видите, вот тесто постояло в холодильнике 30 минут. После первого поворота оно совсем другой текстуры. Оно уже больше похоже на такой холодный пластилин. Точно так же давим его, переворачиваем и продолжаем давить потихонечку, раскатываем его, чтобы оно превратилось в большой пласт вот такого теста с маслом. Видите, даже внутри масла видно. Теперь делаем второй поворот. На втором повороте уже нужно начинать равнять уголочки, то есть смотрите, чтобы все было аккуратненько. Таким образом у вас меньше расхода продукта будет. Вот видите, третий, четвертый поворот. Я, в принципе, делаю одно и то же. Я просто раскатываю его, равняю уголочки и заворачиваю, кладу назад в холодильник на 30 минут. После шестого поворота мы туда ждали 30 минут. У нас получается вот такой вот финальный продукт. Мы разрежем его такой формы, как вам больше нравится. Кстати, смотрите, как я режу. Ножом, аккуратно, одним движением руки. Никаких ножей с зубчиками, никакого елозания, ерзания вашим ножом, чтобы не повредить слои. Ровненько, сверху, одним движением руки. Тесто обычно делю порционно и засовываю в морозильник. Теперь давайте сделаем второй вид французского слоеного теста. Это тоже французская классика, но это тесто делается немного по другой технологии. Рецепт абсолютно точно такой же. Технология чуть-чуть отличается и делается оно на несколько часов быстрее. Смотрите, здесь я буду использовать миксер, чтобы просто вам показать, что вручную это можно делать или на миксере это можно делать. В этом варианте слоеного теста мы ему не даем отдыхать 30 минут в холодильнике. Сразу, как только мы его перемешали, мы его будем раскатывать и будем делать из него длинный большой пласт и будем в него заворачивать масло.
Тесто будет очень-очень тугое, но в конечном итоге можно его порезать даже ножом, можно сделать вот такой вот длинный пласт. Теперь берем просто пачку масла и запаковываем эту пачку масла внутрь, как получится. Теперь, когда пачка масла внутри, закрываем все уголочки, чтобы оно не вылазило, и точно так же раскатываем его. Теперь еще одна разница. Здесь мы будем делать двойной, это называется двойной поворот. Видите, я с обеих сторон его закатываю, немножко раздавлю, потому что тесто очень такое тугое получается. И поворачиваем еще раз. Вот это по-французски называется тур-дубль, то есть это двойной поворот. Таких поворотов нам надо сделать 4. Видите, после первого поворота тесто сразу же начинает липнуть, оно начинает расслаиваться вот такими слоями. То есть все замечательно, все идет как надо здесь. Это вот второй поворот, оно у меня очень сильно липло, я на него добавил немного муки. Не бойтесь добавлять муки, кстати, ничего страшного не случится. Вот второй поворот, запаковываем его в целлофан и в холодильник еще на полчаса. Между каждым поворотом в этом тесте точно так же, как и в первом, надо ждать полчаса. И после последнего четвертого поворота еще раз ждем полчаса и расфасовываем его порционно. Теперь мы сделаем самый быстрый вариант французского слоеного теста. Пропорции теста здесь абсолютно точно такие же. Единственные две разницы. На килограмм муки надо добавить сок одного лимона, и количество масла надо уменьшить процентов на 30. Здесь взвешивать особенно ничего не надо. Масло я отрежу на глаз. У меня получилось где-то 350 граммов масла на полкило муки. Когда мука впитала всю воду, перекидываем туда наше масло, выкладываем это все на стол, раздавливаем, делаем из него такой пласт, и потом точно так же повторяем, как мы делали во втором виде теста. Делаем 4 двойных поворота. Все ваши ингредиенты должны обязательно быть очень-очень холодные прямо из холодильника. Все предметы, которыми вы работаете с маслом, ваша доска, ваша скалка, все должно быть очень-очень холодным. Иначе с вашим тестом будет гораздо труднее работать, и у вас не получится красивые слои. Точно так же его раскатываем, делаем 4 двойных поворота. После третьего поворота, смотрите, оно уже более-менее похоже на такое нормальное слоеное тесто. И после четвертого поворота ждем 30 минут, и получается, что мы расфасовываем его точно так же опять в пакетики и засовываем в морозильник. Теперь есть очень популярный такой рецепт теста, называется слоеное тесто наизнанку, когда мы закатываем тесто в масло. Не масло в тесто, а мы закатываем тесто в масло. Там есть очень такой известный шеф-повар, который очень сильно пропихивает это тесто. На самом деле я большой разницы не вижу, что во что закатывать, там масло в тесто или тесто в масло. Ну, рецепт точно такой же, как в настоящем классическом французском первом слоеном тесте, только мы здесь будем тесто заворачивать в масло. Замешиваем наше тесто точно так же, как и по первому рецепту, и засовываем его в холодильник на 30 минут. Когда тесто и масло готовы, кладем масло сверху. А еще раз напоминаю, все ингредиенты должны быть супер-супер холодные. Особенно в этом рецепте все должно быть очень-очень холодное, иначе вы просто не сможете ничего сделать, оно будет прилипать повсюду. Несмотря на то, что масло супер холодное, все равно в него пришлось добавить муки сверху, потому что оно продолжало все равно липнуть ко всему. Ну вот дальше делаем точно так же, как и в самом-самом первом рецепте. Заворачиваем простым поворотом 6 раз, и между каждым поворотом тесто отдыхает 30 минут в холодильнике. Я вам могу сказать, что с этим тестом гораздо труднее было работать. По финальному результату мы еще посмотрим, но работать с ним было гораздо труднее. Видите, масло буквально, если оно было не супер холодное, оно начинало моментально ко всему липнуть. Это было не очень приятно, пришлось это мукой посыпать. Как бы вы можете этот рецепт попробовать, но я уверен, что я его делать второй раз не буду для себя. Ну вот видите, 3-4 у нас поворота. Вот четвертый поворот. Это пятый поворот. Вот после шестого поворота ждем 30 минут, раскатываем его и порционно разрезаем точно так же, как и в самом первом рецепте. Давайте теперь сравним все 5 видов теста, хотя мы пятый еще не сделали, но я вам хотел просто показать, что после 4 поворотов получается разница. Видите, где мы закатываем одним поворотом, тесто такое вот расслабленное, а где мы закатываем тесто двойным поворотом, оно гораздо более напряженное, и с ним гораздо труднее работать. Но все равно получится замечательно просто. Теперь на этом примере я хотел вам показать, почему для слоеного теста важно использовать муку с большим содержанием белка. Довольно смешно, кстати, вот эта мука называется мука для тортов и слоеной выпечки. Естественно, слоеную выпечку из нее никто делать не будет. Видите, она по текстуре даже на мел похожа. Рецепт делаем точно такой же, как и классическое, самое первое французское тесто, чтобы просто сравнить, что получается. И сразу же на первом этапе закатывания мы видим, что масло просто вообще вылезла со всех сторон. Так как у этой муки низкое содержание белка, у нее просто не хватает силы для
того, чтобы сдержать свою собственную структуру. Рецепт точно такой же, как и в самом первом варианте. Сейчас мы все это будем выпекать, и вы сразу же увидите разницу. Ну вот, и в магазине мы купили два вида слоеных теста. Вот это вот на маргарине. Давайте послушаем, какие там ингредиенты. Мука, маргарин, пальмовое масло, хлопковое масло, подсолнечное масло, вода, кукурузный крахмал, соль, сахар, клейковина, может содержать рожь. Вот это слоеное тесто на масле. Я его, кстати, сам довольно часто использую, когда лень делать домашнее. Давайте послушаем, какие ингредиенты в нем. Здесь масло есть. Мука, вода, масло, подсолнечное и пальмовое масло, кукурузный крахмал, соль, клейковина. Эксперимент будет такой. Я буду делать 3 абсолютно одинаковых куска теста. Одно из них будет стоять 30 минут на столе, одно будет 30 минут в холодильнике и одно будет 30 минут в морозильнике. Сравним все и увидим, какое тесто лучше. И потом мы узнаем еще, какое тесто лучше размороженное, какое тесто может быть лучше из холодильника, а может быть какое-нибудь тесто лучше из морозильника. Вот такие 3 получаются красивые шарики. Это, еще раз напоминаю, было тесто на масле. А вот это тесто на маргарине мы делаем точно так же, делаем 3 кусочка. Одно в холодильнике, видите, это замороженное полностью из морозильника. И то же самое сделаем с моим тестом. 5 разных видов теста. Каждое из них мы разрежем на 3 кружочка. И эти 3 кружочка, один из кружочков будет, значит, в холодильнике, один будет в морозильнике, а один будет на столе по 30 минут. И вот наше тесто готово к духовке. Начиная слева направо у нас... Первое самое классическое французское тесто, второе чуть побыстрее, третье самое быстрое, четвертое это вывернутое наизнанку и пятое на муке с низким содержанием белка. Как я засунул противень в духовку, он немного перевернулся, поэтому 5 слева и единица справа получилась. Смотрите, как оно классно получается, масло даже совсем не течет. Ну вот наш конечный результат слева направо, и смотрите, какие они красивые получились, очень интересно узнать, что там внутри. Я даже не буду начинать претендовать на то, что я умею какую-то красоту делать из слоеного теста. Наверняка многие из вас умеют и знают, как делать намного-много более интересные и красивые вещи. Как бы рецепт не про то. Я сделал вот такие простые штуки с малиновым вареньем. И вот такие палочки с паприкой и сыром пармезан. Ничего особенного. Намазываете сверху, разрезаете тесто и закручиваете. Всю мою выпечку я запекал ровно 15 минут при температуре 200 градусов Цельсия. А коммерческую выпечку я запекал так, как было написано на коробке. Значит так, вот этот ряд теста, который был полностью растаявший, который на столе 30 минут стоял, я его буду рвать руками для того, чтобы вы могли видеть, какое тесто получается на разрыв. И слева направо, естественно, это от 1 до 5 это мои теста, и справа у нас получается тесто на масле и потом тесто на маргарине. Второй, третий ряд я буду резать ножом, чтобы мы могли посмотреть, какое оно получается в разрез. Вот это вот самый классический, самый первый вариант французского теста в разрез. Тут говорить нечего, этот вопрос полностью закрыт. Это получается просто идеальное просто слоеное тесто. Даже нечего здесь обсуждать. Видите, чуть-чуть мягкое внутри, ровно 15 минут на температуре 200 градусов Цельсия. Никакой разницы практически не будет, оно или из морозильника, или из холодильника. Видите, оно даже из морозильника получается просто шикарно. Второй вид теста тоже получается замечательно, я против ничего не имею. Может быть, еще 1 минуту подержать в духовке. На разрез оно, видите, не так сильно поднялось, как первое, но тем не менее подъем замечательный. Если бы, наверное, еще минуту постояло, я думаю, было бы еще лучше. И вот это прямо из морозильника, второй вид теста. Тем не менее, тоже замечательно все поднялось, все очень классно. Если вы делаете это тесто по сравнению с первым, вы сэкономите пару часов. Теперь вот это тесто, где мы просто масло замешали кусками, это просто самое-самое быстрое французское классическое слоеное тесто. Оно точно так же замечательно поднимается. Смотрите, на разрыв оно расслоилось, никаких вопросов у меня к нему нет. Оно, конечно, не так сильно поднялось, как первый вариант, но, тем не менее, это абсолютно достаточно, если вы делаете какой-то торт или там Наполеон или что-нибудь в таком духе. Я бы ему, наверное, дал еще 2 минуты в духовке. Вот это 4-й вариант теста на вкус, на ощупь и на запах я никак не могу определить разницу. Выглядит оно и ведет себя точно так же, как самый первый вариант французского теста. И если вы так подумаете, то никакой на самом деле разницы не будет, какой слой сверху, слой масла или слой муки. На вид, на ощупь, на вкус и по всем остальным характеристикам абсолютно это тесто не отличается от самого первого классического варианта. Только его гораздо труднее делать. Видите, вот эта мука с низким содержанием белка, у нее настолько мало силы, что она даже не может сама себя поднять вверх и держать. Оно выглядит, как будто бы оно не допеклось. Но посмотрите, оно абсолютно сухое внутри, но у него просто нет силы себя держать. Это тесто было делать гораздо труднее, чем все остальные виды теста. И вот это будет хороший урок, чтобы вы запомнили, что когда вы делаете слоеное тесто, обязательно надо муку брать с большим содержанием клейковины. Теперь посмотрим на коммерческое тесто. Вот это тесто на масле. Зажарила я его по указаниям на упаковке. Оно получается замечательно, ничего плохого с ним нет. Я его довольно часто сам использую тоже.
Хотя по моему вкусу я бы, наверное, его немножко меньше зажарил, потому что мне кажется, что оно довольно сильно пересохло. Из холодильника оно получается все идеально, все как надо. А из морозильника у него внутри немного неправильная структура. Вот это тесто на маргарине, тоже из магазина, которое было полностью разморожено на столе, и с ним вообще невозможно работать, оно полностью высохло в труху. То, которое было из холодильника, оно получилось довольно неплохо. А вот это тесто провело 30 минут в морозильнике, и середина у него явно не пропеклась, несмотря на то, что я его делал по указаниям производителя, то, что было написано на упаковке. Вот как бы и все. Для меня абсолютно понятно. Этот вопрос был закрыт, естественно, давно. Я всегда делаю просто самый настоящий, самый первый вариант французского классического слоеного теста. Мне нетрудно его несколько лишних раз завернуть. Это особых усилий никаких не требует. Вы уже для себя сами решаете, сколько вы хотите потратить на него время, и может, вы даже просто хотите из магазина тесто купить, и будет все замечательно. Если какие-то есть вопросы, обязательно пишите. Я очень-очень рад всегда видеть ваши комментарии. Если еще не подписаны, подписывайтесь на канал. Жду ваших комментариев. На сегодня все. Увидимся скоро. Всем пока. Да, чуть не забыл, ни в коем случае не выкидывайте обрезки. Из обрезков получаются просто шикарные всякие пирожочки, тортики, все что угодно. Вот, например, груша, сливки, сахар и обрезки моего теста. Получается шикарнейший такой пирожок к чаю. Все, всем пока.